Задали мне любопытный вопрос, на который я, в принципе, со своей стороны много раз отвечал. Давайте еще раз отвечу. Суть-то достаточно философская, но раз уж привязать к определенному имени кому-то хочется, и это может быть полезно, потому что это является конкретным отдельно взятым примером. Меня спросили, почему Арестович поменялся, и дали ссылку, ну вот мое мнение, ссылку на Майкл Наки, там какой-то короткий ролик, где он высказывается, почему Арестович поменял свою повестку, мнение, высказывание. Отвечаю, как я это вижу. Я, естественно, в данном случае совершенно не согласен с Майклом Наки, у нас совершенно разные взгляд на эти вещи. Я считаю, что человек не меняется, он меняется лишь до 12 лет, когда формируется его сознание, мировосприятие. Дальше он уже под этот фундамент, заложенный в детстве, оценивает предлагаемые обстоятельства. И вот это ключевой момент. Мы все с вами лица, рабы, не знаю, внешний вид предлагаемых обстоятельств. Я с крайним любопытством и вниманием смотрю и на пропагандистов, и на людей, которые высказывают свое мнение. Я смотрю, я серфю по Ютубу, но в первую очередь меня интересует не столько сам человек, отдельные какие-то события, которые рассматриваю, криминальные события. Они это маркер происходящего, и поэтому я очень редко ведусь на пропагандистские какие-то вбросы, потому что для меня они являются тем самым маркером. Я не оцениваю, я не делаю, не увлекаюсь разборами, вот это так-то говорит, так-то врет, это вообще какая-то жеваная жвачка, когда ты обсуждаешь чье-то мнение по поводу какого-то события. Ну, переходи тогда к событию, о событии говори, оттолкнись от того, что об этом, может, кто-то говорит, и выскажи свое мнение. Но это так, опять же, наверное, из области того, как я к этому подхожу, я так рассматриваю и криминальные дела, я отталкиваюсь от официальной информации, но дальше я перехожу уже к своему видению, к наложению тех или иных фактов, которые встречал раньше. Суть совсем просто, если, то для меня пропагандист неплохой человек, он для меня очень хороший, потому что я смотрю на них не что они говорят, а как они говорят. Если что-то поменялось, это не значит, что они поменялись, они не меняются, как любой из вас не меняется, если меня взрослые смотрят, старше 12 лет. Не вы меняетесь, меняются обстоятельства, этому научные работы уделены, как человек менялся, на примере Второй мировой войны этому вообще очень сильно уделялось внимание, что один человек мог в жизни быть, прям вообще бяка, всем он не нравился, а потом о нем вспоминали во время боевых действий как самый надежный человек, друг, брат, с которым и в разведку, и спину тебе защитит, то есть самый лучший человек на свете. А в других обстоятельствах в мирной жизни он был, просто вот очень плохой человек. Изменился человек? Конечно, нет. Изменились обстоятельства, меняются предлагаемые обстоятельства, то есть мир вокруг изменился, какие-то правила очень сильно системно поменялись, и человека высветило с новой стороны. То есть это были его черты, у него это в характере было, но вот эти черты характера, они не проявлялись в другом формате. Поэтому, возвращаясь к политическим, околополитическим высказываниям, рекомендую со своей стороны всегда быть внимательными не к тому, что говорит какая-то, кто-то. Даже и себя тоже, вот я поставлю в этот же ряд. Что бы я ни говорил, смотреть, я плохо меняюсь, если честно, от обстоятельств, именно потому, что я не реагирую на точечные события, от них отталкиваюсь скорее уже к фундаментальным каким-то изменениям, и так далее. Вот. В любом случае, это правило должно быть, и оно объясняется или называется очень простой формулировкой, это будьте критичными к тому, что вам говорится. И мой совет, всегда заглядывайте чуть глубже. Если кто-то что-то вот вдруг поменялся, значит, скорее всего, поменялся не он. Поменялись какие-то обстоятельства. Если вы их не заметили сами, есть повод присмотреться, глубже, отодвинуть говорилку и глянуть, а что ж там за ним произошло-то, что его сподвигло. Пример, ремесло какое-то, вдруг он начал себя вести иначе. Кстати, многие обратили внимание, что кому он вообще сдался 100 лет, а что там за ним, что на него повлияло. Его недавно вежливо с ним поговорили товарищи, как кадыровцы, да, вот так вежливо, вежливо, да, что может быть так, а может быть и вот так, не знаю, они по-разному умеют, да, и вот тут уже мы смотрим, что там дальше и насколько глубже, да. То есть ремесло, вот как я его знать не знал, я даже делал отчасти свой, не разбор, а скорее реакцию, но я все равно смотрел не на него, я смотрел дальше, глубже, что стало первопричиной. Потому что вот первопричина как раз может нас всех касаться. Он мне вообще, еще, да, и как любой другой. Тот же самый Арестович, вот в моих глазах он вообще не поменялся. И поэтому меня страшно удивляет и удивляло, когда его начали обсуждать, как он там поменял свою риторику. Нет, не менял. Что он поглупел или он был тупой всегда. И просто всегда. Вот сколько он мне попадался, столько эта деревяшка совершенно безмозглая. Я когда ему это я могу, дальше долго приводить примеры, но опять же тоже в рамках только того, что мне попадалось на глаза. Но ему задавали вопрос, что вы скажете про душу человека, и он отвечает, есть прекрасная теория, дебилоид. На уровне первого курса любого гуманитарного высшего учебного заведения этому уделяется внимание, и душа человеческая, это суть собирательная трех
Это такое триединство духовной жизни человека. Это этика, эстетика и знание. То есть понимание добра и зла, понимание, что красиво, что безобразно, понимание, что истинно ложь. Если человек не потерял духовность, его невозможно обмануть, ему невозможно привить, что какое-то уродство, что оно прекрасно. Ну и, понятное дело, никогда вы не сможете никакому человеку втюхать, что вот так поступать там хорошо, хотя это плохо, да, там на черно-бело говорить. Любой в этом разбирается, но... Как когда-то сказал классик, иной раз человек обманываться рад, и этим пользуются мошенники, к слову сказать. Они втюхивают какую-то бредятину про то, что, например, сегодня дашь 5000, завтра получишь 50. Человек почему верит? Загипнотизировали, некоторые говорят, в тех или иных уголовных делах. Нет, не загипнотизировали. Алчность победила духовность. Вот и все. Все вообще достаточно просто в этой жизни. Как это, неоднозначно. Да, есть выражение, да, все неоднозначно, но это не значит, что сложно. Увидимся. Еще раз, люди не меняются. Перестаньте заниматься ерундой. И те, кто так говорят или считают, они скорее пытаются прикрыть свою то ли доверчивость, то ли очередную алчность, не знаю. Желание увидеть то, чему их же душа и сопротивлялась. Ну вот кто-то говорит, это Лука из пьесы Горького «На дне». Тот, кто говорит то, что вы хотите услышать. Не он меняется, меняются обстоятельства и ваше желание что-то услышать. Возьмем слова помягче.